Привет подписчикам и гостям канала Homestroyka. Сегодня отремонтируем пластик на бампере автомобиля. Я не знаю такого клея, который мог склеить в данном случае пластик. Если вы знаете, напишите в комментарий. Приступаю сразу к делу. Выставляю место разлома в начальное положение. Несмотря на то, что бампер в месте ремонта тщательно отмытый, на всякий случай еще раз обезжирим. Для этого нам понадобятся скобы и паяльник с регулировкой температуры. Разделяем скобы по одной. В зависимости от температуры, ветра и материала выставляем нужную температуру. Поочередно начинаем прогревать скобы и утапливать их полностью в пластик. Стараемся, чтобы скоба оказалась внутри пластмассы. В зависимости от мощности паяльника процесс может занять определенное время. Добавим пластик в местах, где его не хватает. Лучше всего использовать тот же материал, что и сам бампер, если есть возможность отрезать небольшой кусочек. Новый пластик прогреваю и как бы смешиваю со старым. Аналогично повторяю с обратной стороны по той же технологии. Получилось прочное соединение. Небольшие неровности отшлифую крупнозернистой наждачной бумагой. Если выставить температуру на паяльнике поменьше, можно сделать поверхность более ровной и гладкой. Можно попробовать сделать текстуру, если нагреть феном и приложить трафарет. Попробую приложить наждачку зернистостью 120. Получается вот такая текстура. Конечно, далеко от заводской текстуры на бампере, но уже какой-то результат. При большом желании, думаю, можно придумать трафарет для текстуры, но у меня такой задачи не стоит сейчас. Чтобы больше скрыть место ремонта, обезжириваю растворителем и окрашу в черный цвет. Попробую вот такой структурной эмалью. Эта краска хоть и немного скрывает дефекты, но после ее высыхания поверхность становится шероховатой. А вот такая гладкая поверхность получилась после использования такой эмали для пластика. Если на пластике имеются царапины и потертости, лучше предварительно их устранить при помощи фена. Главное не перегреть. Если бампер не совсем в плохом состоянии, тогда можно обойтись без краски, применив специальную химию, которая освежит внешний вид. Но это уже другая история. Осталось после высыхания установить бампер на место. Пишите, что вы думаете о таком методе ремонта, а на этом на сегодня все. Пока.